Здравствуйте, дорогие любители вязания! Уже сколько мы с вами связали узоров с листьями. Заходите к нам на канал, посмотрите, они у нас в отдельном плейлисте. Но таких листьев мы еще не вязали. Изумительный узор. Очень он мне понравился. И этим узором связан пуловер из журнала Knitter. Прошу прощения за мое произношение. Номер 8 за 2023 год. Давайте свяжем этот узор, но прежде чем вязать, я покажу схему. Схема из журнала. Узор с листьями и косички показаны разными схемами. Я ее переделаю, я ее совмещу. Я связала вот в маленьком узоре, в маленькой схеме это 2 косички. Я связала 2 косички, потом я связала 2 раппорта узоров с листьями в своем образце и еще раз связала 2 косички. Мы с вами сейчас свяжем одну косичку и один раппорт узора с листьями. Хочу обратить ваше внимание на то, что раппорт одной косички будет 6 петель и раппорт узора с листьями 18 петель. Это в ширину. И высоту, соответственно, 8 рядов косички и 12 рядов листья. Раппорты не совпадают. Мы провяжем 8 рядов, у нас закончится узор с косичками, нужно будет начинать его с первого ряда, а узор с листьями еще будет продолжаться. Узор совпадет только через 2, я тут высчитывала, да, через 3 раза. Вот 3 раппорта мы провяжем с косичками, и тогда уже снова будет одинаково с первого ряда. Что я хочу еще сказать? Это схема, на которой условные обозначения показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. То есть это схема для вязания по кругу. По кругу мы все время вяжем лицевыми рядами, читаем схему справа налево, все ряды. При поворотном вязании мы поворачиваем работу и уже условные обозначения в схеме будем читать наоборот. Пустая клеточка – это лицевая петля. На лицевой стороне она лицевая, а когда мы повернем работу и будем вязать изнаночные ряды, мы будем пустую клеточку провязывать изнаночной петлей. И черная точка или черный кружочек – это изнаночная петля на лицевой стороне. И, соответственно, в изнаночном ряду мы будем провязывать ее лицевой петлей. Ну, все, перекрещивание я вам покажу, как эти листики вывязываются. Очень красивый, очень интересный узор. Набираем на спицы 26 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Вначале у нас узор с косичками. 2 изнаночных. Далее 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Можно взять дополнительную спицу, оставить одну петлю на дополнительной спице перед работой, провязать лицевую петлю и петлю, оставленную перед работой, тоже привязать лицевой. Но 2 петли на дополнительной спице нецелесообразно. Просто меняем петли местами. 2 петли перекрестили в левую сторону. И теперь 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Это узор с косичками, и переходим к узору с листьями. 3 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая. И снова 2 петли перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой. Провязываем 1 лицевую. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной петлей. Далее будет 2 лицевых.
3 изнаночных, перекрещиваем 2 петли в левую сторону, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой петлей. Затем 1 лицевая и 2 изнаночных. Я хочу сказать, что в изнаночных рядах петли узора с косичками мы вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. А петли узора с листьями мы вяжем по схеме. Но это совсем не сложно. Итак, второй изнаночный ряд у нас начинается с узора с листьями. 2 лицевые. Не забыли, что петли читаем наоборот, условное обозначение петель читаем наоборот. 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, пока что по рисунку идут петли, 1 лицевая, 3 изнаночные. 2 петельки перекрещиваем вправо. Оставляем первую петлю за работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем изнаночной. И 2 лицевые. Это узор с листьями закончился. И далее петли по рисунку, 4 изнаночных и 2 лицевых. Это узор с косичками. Третий лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 1 лицевую и петлю, оставленную за работой, вяжем тоже лицевой, и 1 лицевая. Узор с косичкой. Далее 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. Затем 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 петли перекрещиваем влево, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 1 лицевую и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 3 изнаночных и снова 2 петли перекрещиваем влево, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд, 6 лицевых. Вот здесь у нас изнаночная, мы вяжем лицевую. 4, 5, 6. Далее 2 петли перекрещиваем в левую сторону, оставляем первую петлю перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю, оставленную перед работой, мы тоже вяжем изнаночной. Затем будет 2 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевых, петли по рисунку и 4 изнаночных и 2 лицевых. Не очень еще, конечно, узор видно. Пятый лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 петельки перекрещиваем вправо, 1 петля за работой, провязываем обе петли лицевыми, 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем обе петли лицевыми. Далее узор с листьями, 2 изнаночных,
2 лицевых, 2 петельки перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля у нас перед работой, провязываем лицевую, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. И снова 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля у нас перед работой, вяжем 1 лицевую, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Вот 2 пары петель перекрестили в левую сторону. Далее у нас будет 5 изнаночных. Шестой изнаночный ряд, 4 лицевых, перекрещиваем 2 петли в левую сторону, первую оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем изнаночной. Далее будет 4 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых и узор с косичкой, 4 изнаночных, 2 лицевых. Седьмой лицевой ряд. В узоре с косичками петли провязываем по рисунку. 2 изнаночных, 4 лицевых. И узор с листьями. 2 изнаночных, 1 лицевая. 2 петельки перекрещиваем в правую сторону, оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую, петлю, оставленную за работой, мы вяжем изнаночной петлей. Так, смотреть, чтобы петли не были перекрещенными. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 1 петлю оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая и 2 петли снова перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем 1 лицевую, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. И у нас будет 3 изнаночных до конца ряда. 8 изнаночный ряд, 2 лицевые, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, оставляем первую петлю перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем изнаночной. Далее будет 3 изнаночных, 1 лицевая и далее петли по рисунку. 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и 4 изнаночных и 2 лицевых. Это петли косички. Вот мы провязали 8 рядов. Видно косичку. Видно, как вывязываются листья. И у нас закончился раппорт с косичками. Сейчас мы вот эти 6 петель снова начинаем вязать с первого ряда. А здесь продолжаем. Это у нас будет 9 лицевой ряд. 2 изнаночных. 2 петельки перекрещиваем в левую сторону, 1 петля перед работой, провязываем обе петли лицевыми.
2 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петля за работой. Провязываем обе петли лицевыми. Далее будет 2 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем первую петлю за работой. Провязываем лицевую петлю. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем будет 3 изнаночных. Перекрещиваем 2 петли снова в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой. Вяжем лицевую петлю. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Затем будет 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петля перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Затем у нас 3 лицевые и 2 изнаночные. 10 изнаночный ряд, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой. Провязываем изнаночную петлю. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем изнаночной. Далее 6 лицевых. 3, вот изнаночная петля, 4, 5, 6. Узор с листьями закончили. И 4 изнаночных и 2 лицевых. Одиннадцатый лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 петельки перекрещиваем вправо, первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Затем 1 лицевая. 5 изнаночных, 4, 5. 2 пары петель перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой и провязываем обе петельки лицевыми. И снова 1 петля за работой и провязываем обе петли лицевыми. Далее будет 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, первую петлю оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее будет 2 лицевых и 2 изнаночных. 12 изнаночный ряд, это у нас последний ряд раппорта узора с листьями. 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные, 2 петли перекрещиваем вправо, оставляем первую петлю за работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем изнаночной. 4 лицевые и узор с косичками, 4 изнаночных и 2 лицевых. Ну вот и все. Я уже сказала, 12 рядов мы провязали раппорт в высоту узора с листьями и 1,5 раппорта в высоту узора с косичками. Посмотрите, какой красивый фрагмент. Да, интересно вывязываются листочки. Как это красиво смотрится, когда связано много раппортов. И здесь тонкие нитки, здесь нитки толще. Смотрится одинаково хорошо, но только что здесь слегка ВТО сделано, ну а здесь, конечно, нет.
Я буду очень рада, если вам понравился этот узор. Ставьте лайки, если это так, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.